Сегодня в выпуске. Чонгук стал первым в США и обошел BTS, а Тэхён заворожил фанатов. Джей Хоуп столкнулся с хейтом и готовится к камбэку, а Джин принял участие в промо-компании бренда. Рекорды победы и достижения у Чимина, Айв, Розе, Энхёка и Супер Джуниор и не только. Концертные новости при участии Blackpink, G-Dragon, 2NE1, Deeper Iron и не только. P-Nation запустит новую группу, а Соён из G-Idol сыграет там не последнюю роль. Агентство Jisoo готово судиться со сплетниками, а Bam Bam из GOT7 покидает компанию. New Jeans сменили название и получили обвинение в плагиате. Это и многое другое сегодня в новостях индустрии K-Pop News номер 225. Как обычно, все ссылки на экране. Милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, пишите прекрасные комментарии. Не забывайте, что на Бусти можно всегда поддержать каналы и получить ранний доступ ко всему без блокировок, тормозов и ограничений. Кроме того, защитный баннер на экране висит, от чего он защищает по-прежнему гадаю уже на протяжении более 50 выпусков, но от чего-то явно помогает. Как обычно, с вами Максим и новости индустрии мы начинаем. Поехали. Итак, начнем с группы New Jeans, куда ж без них, они поменяли название и получили обвинение в плагиате. Давайте подробней. На дискуссионном форуме DC Insight разгорелось обсуждение возможного плагиата логотипа aespa. Недавно переименованная группа New Jeans, теперь известная как NGZ, подверглась серьезной критике за свой новый логотип. Фанаты отметили, что его концепция жидкого металла слишком напоминает фирменный стиль aespa. Логотип NGZ, или New Jeans, будем дальше их называть по привычке, выполнен в стиле жидкого металла с эффектом текучести, что сразу же напомнило многим концепцию aespa. Группа, созданная SM Entertainment с самого дебюта, использует стилистику футуризма и киберпанка, а их визуальная идентичность включает элементы цифрового неона, голографических текстур и металлического блеска. Поклонники aespa утверждают, что стиль New Jeans чересчур схож с их фирменной идентикой, что может быть не случайным заимствованием. Картинки, естественно, представлены на экране, их тут не особо и много. Что пишут люди касаемо NGZ? Они даже не парились с оригинальностью. Честно, ну вообще один в один. Ахахахаха. Почему фанаты SM молчат? Хоть что-то скажите. Лол. Теперь aespa будут копировать? Интересный поворот. Но это же очевидно. Зачем они используют стиль aespa? Юспа. С самого начала мне этот шрифт казался знакомым, а теперь понятно почему. Этот металлический блеск, ведь это же фирменный стиль aespa. Это типа New aespa? Опять скопировали снова и снова и снова. Зачем вырывать чужой фирменный стиль, да дешевый ход? Формула, плагиат. SM что, просто сидит и смотрит, пора подавать в суд. И многие другие комментарии, что думаете вы, дорогие дамы и господа, стилистические логотипы похожие. Но является ли это предметом интеллектуальной собственности aespa? Вопрос остается открытым. Вроде не первый раз в жизни мы такие логотипы с вами видим. Ну да, они рядом находятся, в одной стране, в одной индустрии и в похожих категориях, поэтому, возможно, у людей из-за этого и возникли вопросы. Ну, посмотрим, что будет дальше, и следующая новость. Эйдор прокомментировали то, что New Jeans поменяли название, давайте подробней. Эйдор опубликовали официальное заявление после объявления участниц New Jeans о своем ребрендинге. Вот цитата. «Мы хотели бы поделиться позицией Эйдор относительно объявления New Jeans о новом названии команды. Крайне прискорбно, что участницы приняли это одностороннее решение до того, как было вынесено какое-либо юридическое постановление относительно действительности эксклюзивных контрактов с Эйдор. Эйдор продолжает делать все возможное для защиты ценностей бренда New Jeans. Кроме того, мы хотели бы еще раз прояснить, что мы всегда открыты для встреч с участницами New Jeans или их законными представителями для разрешения любых недоразумений и обсуждения будущей деятельности группы». Ну, что сказать, Эйдор не принимают такое изменение, и вообще, по-моему, до сих пор еще идет разбирательство, поэтому непонятно, к чему это нас приведет, и все, что остается, это наблюдать, потому что это уже почти 2 года длится, уже сил никаких нет анализировать. Двигаемся дальше. Естественно, новое название группы New Jeans вызвало интересную реакцию не только у компании, которая их курирует на данный момент, Эйдор, но и у людей. Что думают люди? Давайте подробней. Участницы New Jeans вызвали бурное обсуждение среди корейских пользователей сети, объявив о смене названия на NGZ. Многие люди собрались в онлайн-сообществах и... вот их комментарии. Ого, похоже, они начнут продвигаться раньше, чем ожидалось. Лол, я в восторге. Это потрясающе, я в шоке. Мин Хи Джин говорила о тезисе, антитезисе, синтезисе, и если в прошлом году была стадия тезиса, то сейчас должна быть стадия антитезиса. Я так волнуюсь. Вау, это отстой. Мин Хи Джин потерял свой художественный вкус, это разочаровывает с самого начала. В нем есть хиповая атмосфера, при этом сохраняется суть оригинального названия New Jeans. Все терпением жду, скорее бы увидеть их. Я очень надеюсь, что все пройдет хорошо. Ну серьезно, разве NGZ лучшее, что они могли придумать для своего промо-имени? Оно вообще не слетает с языка. Звучит ужасно.
Я поддержу их, лол, но им лучше сначала заплатить штрафы. Разве они не говорили, что прислушиваются к фанатам? Я думала, что они придумают осмысленное слово, но это просто инициалы New Jeans. New Jeans NGD, лол, совершенно очевидно, чего они добивались. Может, сейчас оно просто кажется непривычным, но NGD мне не кажется подходящим. Они сказали, что будут делать музыку отлично от New Jeans, так почему бы просто не взять совершенно другое название? Они не хотят отказываться от бренда New Jeans, но называть их, так кажется, странными, поэтому они придумали NGD, ха-ха. Вау, мне нравится, так радость, и многие другие комментарии, великолепно неповторимой озвучки, были представлены вам. В целом люди удивлены, по большей части, как вы видели. Удивлен ли я? Меня уже ничего не удивляет, я читаю комментарии под видео. В этой жизни меня больше ничего не может удивить. А в остальном будем опять же наблюдать за ситуацией, потому что прогнозировать и делать выводы уже невозможно по этому вопросу примерно давно. Так что двигаемся дальше. Далее у нас Бэм Бэм, который покидает что? Давайте подробней. И нет, не группу GOT7. Бэм Бэм из GOT7 прекратил сотрудничество с Abyss Company. 6 февраля компания Abyss сделала заявление: «Здравствуйте, это Abyss Company. Прежде всего мы хотели бы выразить нашу благодарность iGOT7 за их неизменную любовь и поддержку. В связи с истечением срока эксклюзивного контракта мы провели с Бэм Бэмом длительное и серьезное обсуждение. Уважая желание обеих сторон, было принято решение не продлевать контракт. Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы искренне поблагодарить Бэм Бэма, а также поддержать его в будущих начинаниях и новой главе его карьеры. Пожалуйста, продолжайте оказывать артисту свою неизменную любовь и внимание». Ранее Бэм Бэм высказывал некоторые жалобы на то, как компания управляла его карьерой, а также открыто говорил о том, что его плотный график негативно сказывается на его психическое здоровье. Это было выпусков 30 назад, может быть 35, можете проверить. Из-за этого у многих сложилось негативное мнение о компании, и они обрадовались его уходу, однако некоторые фанаты поблагодарили Abyss Company за работу с артистом и за то, что они помогли ему выйти на новую аудиторию в Корее. В целом, все. Сейчас Бэм Бэм продвигается с GOT7, но наверняка у него есть и другие активности, о которых фанаты артиста и группы в целом должны знать. Что не делается, все к лучшему, разошлись вроде бы по обоюдному согласию, ну, по крайней мере, это официальная версия. Так что будем надеяться, что у Бэм Бэма с психическим здоровьем теперь будет все полегче. Хотя мы помним, какие графики у артистов, так что, ну, возможно, станет лишь чуть-чуть легче. Но шоу must go on, Бэм Бэму всего хорошего. Двигаемся дальше. Виртуальные группы в последнее время начали потихонечку появляться, и одну из них обвиняют в том, что они являются плагиатом на Stray Kids. Давайте подробнее. Готовящаяся к дебюту под руководством агентства Bridge Enter виртуальная айдол-группа Skins подверглась обвинениям в плагиате песни популярной группы Stray Kids. 31 января Skins представили преддебютный микстейп под названием The Way Home в сотрудничестве с компанией SBS, осуществляющей трансляцию дорамы «Мой идеальный секретарь». Трек заявлялся как эмоциональная рок-баллада и первая самостоятельно написанная песня Skins. Однако после презентации песни фанаты Stray Kids обвинили Skins в плагиате релиза SKZ Record 2023 года, а именно песни Untitled, исполненного IN и Hyunjiном. Кроме того, фанаты Stray Kids обратили внимание на сходство названий групп Skins и Stray Kids, которых также часто называют SKZ. Сравнить вы можете это сами, я, скорее всего, из авторских прав это не смогу прикрепить, ну, потому что там нужно секунд 5-7 послушать, а у нас максимум 2-3 можно вставлять, без нарушения. Поэтому ознакомьтесь. Между тем, тизер к дебюту Skins был представлен во время 2024 SBS Guide John, состоявшегося 25 декабря прошлого года. Команда, состоящая из 7 человек, продвигается как виртуальная мужская группа с, цитата, бунтарским и злым концептом. Все участники, которые обладают способностями к сочинению музыки и написанию песен. Подтверждено, что для работы над дебютным альбомом группа наняла продюсера Эль Капитейн, известного также по работе с успешной виртуальной айдол-группой Playv. Вот такая вот история. Возможно, аудиофрагменты были предоставлены, возможно, нет, можете потом сами посмотреть. Есть определенные сходства, но с другой стороны, ну, мы же находимся в индустрии, которая называется кей-поп, соответственно, тут находятся артисты, которые делают что-то похожее между собой, иначе бы они не были объединены одним жанром. Но с другой стороны, Skins и SKZ, ну, как-то достаточно близко звучат, буквально пару букв и все. Но с третьей стороны, посмотрим, что скажет суд, если он состоится, и вообще будет ли он. Все, пишите письма и двигаемся дальше. Агентство Jitsu будет бороться с недоброжелателями, у которых слишком длинный язык,
и много свободного времени. Давайте подробней. Агентство Jisoo из Blackpink занимает твердую позицию против клеветы и вредоносных слухов. 5 февраля Блису публиковали официальное заявление, и вот оно. Здравствуйте, это Блису. Были обнаружены частые случаи публикации вредоносных сообщений и комментариев, распространяющих клевету и ложную информацию о нашей артистке Jisoo, что вредит ее репутации. В ответ мы проводим собственный мониторинг и сбор доказательств в сотрудничестве с профессиональной юридической фирмой, и мы займем твердую позицию против любых действий, которые наносят ущерб репутации нашей артистки. Кроме того, мы хотели бы сообщить вам, что в этом процессе не будет снисхождения или урегулирования. Отчеты, которые мы получаем от фанатов, были чрезвычайно полезными. Просим вас продолжать отправку отчетов через наши официальные аккаунты. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы защитить не только нашу артистку, но и фанатов, которые любят Jisoo, чтобы им не было причинено никакого вреда. Спасибо. Между тем, Jisoo готовится к выходу сериала «Нетопия», премьера которого состоится на Coupang Play 7 февраля. У меня сегодня 8, значит состоялось. И альбом у нее выходит 14 февраля. Что можно сказать? Хорошо, что в последнее время почти все агентства начали активно защищать артистов от всяких там людей, которые сидят пропердывают диваны, ничего не достигли и занимаются тем, что пытаются утопить того, кто успешнее, чем они, потому что хотя бы встал с того самого дивана, чтобы что-то сделать. Будем надеяться, конечно, что ненависти станет меньше, но она никуда не денется на 100%, вот не будет такого, что она исчезнет, потому что, давайте, там, философия. Добро может быть только тогда, когда есть зло, потому что все познается на контрасте, а поехавшие люди, у которых слишком много свободного времени, все равно будут писать в интернете всякую дичь, пока туда не будет доступ по паспортам только организован. И то все равно найдут способ. Поэтому Jisoo, конечно, всего хорошего и двигаемся дальше. А далее у нас Сай, который соберет новую группу женскую, и там еще будет Сойон из G-Idol. Давайте подробнее. Сообщается, что P-Nation собираются создать новую женскую группу. Согласно эксклюзивному сообщению СМИ от 6 февраля по корейскому времени, агентство Сая готовится запустить свою первую женскую кей-поп-группу в 2025 году. И на всякий случай, еще раз повторю, Сай, потому что некоторые в комментариях пишут Psy и как-то People who talking the gent killing me with knife. Вспоминается цитата из одного ролика. Кроме того, сообщается, что лидер G-Idol Сойон выступила в качестве продюсера будущей женской группы P-Nation, активно участвуя во всех процессах, начиная с отбора участниц и заканчивая финальными этапами записи. Помимо работы в качестве продюсера собственной группы G-Idol, ранее Сойон также продемонстрировал свои способности как продюсер женской группы с песней Queer My Name is Malguem, выпущенной в прошлом году. Между тем, это будет первая команда новичков P-Nation с момента дебюта их мужской группы TNX в 2022 году. Что сказать? Сай умеет находить хороших продюсеров и интересных авторов. Ну, Сойон явно относится к одной из них. Так что посмотрим, что из этого получится. И, кстати, вроде бы у Сойон там были вопросы с контрактом, и поэтому, ну, с Кубами. И пока не было новостей, что она подписала новый. Поэтому кто знает, кто знает. Двигаемся дальше. А вот и Джин из BTS. Хорошая новость в этот раз, а не то, что в прошлом выпуске там про него говорили на итальянском радио. Жуть. Принял участие в промо-акции, промо-компании, давайте подробней. Джин из BTS демонстрирует свою потрясающую внешность в фотосессии для спортивного бренда Alo Yoga. 6 февраля были опубликованы новые фотографии Джина в рамках кампании Alo Yoga Wellness Begins with Self-Love. На снимках, выпущенных на нескольких платформах, Джин представляет последнюю коллекцию Alo, включающую повседневную и спортивную одежду. Idol демонстрирует свою красивую внешность, позируя на различных фонах в стильных образах от Alo Yoga. Или Alo Yoga, может быть. Пишите в комментариях. Между тем, Джин был официально выбран в качестве глобального амбассадора Alo в октябре прошлого года. В своем сообщении в связи с назначением он выразил привязанность к бренду и поделился своим восторгом от участия в новых кампаниях Alo. Пожалуйста, фотографии на экране. Что сказать? Джин по-прежнему остается Джином, хоть Джином назови его, хоть нет. И фотограф тоже свою работу знает. Ну что ж, успешного ему продвижения бренда и двигаемся дальше. И концертных новостей сегодня, кстати, достаточно много, по крайней мере, артистов у них точно. Мероприятие называется I Am K-Pop, про что оно и где, давайте подробнее. Айрин и Сыльги из Red Velvet, Rise и Horizon выступят на фестивале I Am K-Pop на Филиппинах. Мероприятие I Am K-Pop состоится 29 марта 2025 года в Авранета Колизиум в Маниле. Лайнап фестиваля обещает зрителям незабываемый вечер, полный потрясающих выступлений. На сцену выйдут Айрин и Сыльги, которые привлекли внимание как первый саб-юнит Red Velvet, сформированный в 2020 году. Известные своими хитами Naughty и Monster, Айрин и Сыльги представят мощное выступление, продемонстрировав как свои сольные треки, так и песни своего юнитного альбома. Rise, дебютировавший в 2023 году, известный своими песнями как Talk Sexy, Boom Boom Bass и Get a Guitar, которые добились успеха в их родной стране и за рубежом. За 2 года в индустрии кей-поп-группа стала любимцем фанатов, получив признание на крупных церемониях награждения. Завершает состав артистов Horizon, группа из 7 филиппинских участников, которая дебютировала под руководством южнокорейского агентства MLD Entertainment. Их первый полноформатный альбом Friendship, выпущенный в июле 2023 года, получил восторженные отзывы поклонников.
Ну, вообще friendship, но там как бы через дефис, поэтому friendship. По данным IM Worldwide, решение организовать кей-поп мероприятие возникло из глубокой страсти к мировому феномену кей-поп и желания подарить этот зажигательный опыт филиппинским зрителям. Компания предлагает кей-поп фанатам уникальную возможность почувствовать единство и волнение, которые определяют жанр. Ну что ж, мероприятие обещает быть крайне интересным. По традиции, если вы посетили хоть одно мероприятие из упомянутых или неупомянутых по тематике канала, пишите в Телеграм, в любой пост, скидывайте фотографии, как там на концерте было, попускаем слюни, посмотрим, позавидуем и двигаемся дальше. G-Dragon скоро будет почти везде и всегда. Мировой тур, давайте подробней. Наконец состоится долгожданный мировой тур G-Dragon из Big Bang. 6 февраля на официальных страницах в социальных сетях G-Dragon опубликовал постер, объявляя о предстоящем мировом туре в 2025 году. Тур получил то же название, что и его полноформатный альбом Ubermensch, который выйдет 25 февраля. Ubermensch станет первым мировым туром G-Dragon за 88 месяцев после Act Free Motte World Tour в 2017 году, который длился 4 месяца и собрал рекордную аудиторию в 654 тысячи человек на 36 концертах, став крупнейшим сольным кей-поп-туром в то время. Добавляя предвкушение, в новом мировом туре будут представлены предрелизные треки Pava и Home Sweet Home, которые продолжают доминировать в чартах. G-Dragon уже привлек много внимания недавним объявлением о выпуске полноформатного альбома впервые за 11 лет и 5 месяцев, а также новым развлекательным шоу. Похоже, лидер Big Bang готовится к насыщенному 2025 году, ну это мягко говоря, так сказано. Что ж, удачи G-Dragon, ну, в конце концов, думаю, человек в индустрии уже не первый год, и даже не 10, и даже не 15, так что разберется. Двигаемся дальше. А далее у нас концерт в Лос-Анджелесе, где будут 2NE1, G-Dragon и не только. Давайте подробней. Фестиваль музыки и искусств ATA Rising Head in the Clouds представил свой долгожданный лайнап 2025 года. После своего успеха в предыдущие годы фестиваль возвращается в сердце Лос-Анджелеса для еще одних незабываемых выходных. В этом году концерт может похвастаться разнообразным составом международных артистов, в том числе яркими представителями корейской сцены. Хедлайнером фестиваля станет кей-поп-икона G-Dragon вместе с легендарной женской группой 2NE1. Кроме того, зрители смогут увидеть выступления таких сольных исполнителей, как Dean, Deeper Iron, Deeper Arctic и Deeper Cream, восходящая звезда Миссо или Миссо, рэпер Табер, певица и автор песен Юха и другие. Двухдневное мероприятие пройдет 31 мая и 1 июня в Бруксайд at the Rose Bowl в Лос-Анджелесе, США. Но более подробная информация будет доступна как только так сразу, или уже доступна на момент выхода ролика. Состав хороший, место теплое, время года тоже, поэтому всего хорошего артистам и двигаемся дальше. А тут у нас мировой тур Blackpink. Давайте подробней. Подтверждено, Blackpink отправляются в тур в этом году. 6 февраля в полночь по корейскому времени на официальном YouTube-канале женской группы вышел тизер с объявлением о планах на новый мировой тур в 2025 году. В 2023 году участницы подписали контракты с YG Entertainment для группового продвижения и сосредоточились на сольной карьере. В сентябре 2024 года агентство сообщило, что группа вернется в полном составе и отправится в мировой тур, и теперь появился официальный анонс. Более подробная информация о долгожданном туре будет раскрыта позже, а пока... Тизер вы можете посмотреть, я вам не покажу, потому что авторские права, вот что пишут поклонники. Королевы идут! Blackpink возвращаются, нам нужно больше музыки! Надеюсь, они покажут свою мощь в этом году. Наконец-то, Blackpink возвращаются, мы так долго ждали этого момента, скорее бы увидеть, что они приготовили для нас на этот раз. Мы и представить себе не могли, что получим так много контента. Это серьезно? Разве это не сон? Я так счастлива, королевы возвращаются. Нам также нужен камбэк. Я буквально плачу, пока смотрю это. Ребята, правда, я не могу поверить, что Blackpink вернулись, они настоящие королевы. В общем, люди в восторге. Посмотрим, может быть и новый материал будет представлен в рамках тура. Кто знает, кто знает. Если бы мы знали все, то было бы неинтересно. Так что девушкам крепкого здоровья, хорошего питания и двигаемся дальше. А рубрику с рекордами, победами и достижениями открывает Чонгук, который побил BTS и стал первым в США. В какой категории, давайте подробней. Чонгук из BTS привлек внимание как успешный сольный артист, укрепляя свою позицию на мировой музыкальной сцене. Американское издание Inquirer недавно опубликовало статью под заголовком, цитата: «Чонгук опередил BTS и занял первое место среди кей-поп-исполнителей в США». Согласно данным музыкального аналитического сервиса Chartmetric, Чонгук стал самым популярным кей-поп-исполнителем в США, заняв 23 место в чарте зарубежных артистов. Этот результат превзошел даже рейтинг его группы BTS, вот где он их побил. Кроме того, издание отметило, что глобальное влияние Чонгука продолжает расти. В британском чарте зарубежных артистов Chartmetric он занял 26 место, став единственным корейским сольным исполнителем, попавшим в этот рейтинг. Журналисты подчеркнули, вот прям вот так вот, что даже находясь на обязательной военной службе, Чонгук продолжает доминировать в мировой музыкальной индустрии. Его успех ставит его в один ряд с такими легендарными исполнителями, как Адель, Селин Дион и One Direction, подтверждая его огромное влияние и значимость в крупнейших музыкальных рынках США и Великобритании.
С чем мы, конечно, его и торжественно поздравляем, желаем счастья, здоровья, успехов, хорошей службы и скорейшего возвращения домой. И по традиции это не конец видео. Это бумажка, это баннер наверху. Не уходите, там еще будет много новостей, а пока что список бустеров. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, YouTube спонсоры-донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, за что огромное, большое, нечеловеческое, безумное спасибо. О, что еще у нас тут есть? Бусти. Все доступно без ограничений тормозов, блокировок, ранний доступ, дополнительный контент, голосование за марафоны, возможность писать в личку, доступ в телеграм-чат, в том числе прекрасная возможность поддержать состояние автора, которому недавно на уроке по вокалу сказали, что Максим, ты похож на труп, неделю назад был лучше, что с тобой? Поэтому да, спасибо всем, кто подписывается на Бусти. Буду стараться выглядеть не как труп. Далее другие каналы. МП-Тьюб, те самые реакции, обзоры, марафоны и комментарии, связанные с музыкой, контента выходит достаточно много. Так что подписывайтесь, смотрите, изучайте. МП Entertainment, музыка. Самый свежий релиз здесь, но получается, этот выпуск когда у нас с вами выйдет? Я календарь переверну. Ага, значит, это последний раз, когда я показываю вам этот релиз, а в следующем выпуске уже будет следующий, 13 февраля трек выходит, так что да. Надеюсь, вам понравится. И Telegram, чтобы не теряться. И это не конец видео, ни в коем случае. Продолжаем. Следующая новость. А далее у нас Инхёк из Super Junior, у него первая победа с новым треком, давайте подробней. Инхёк из Super Junior получил первый стольный трофей на музыкальном шоу с песней Up and Down. В эпизоде Music Bank от 7 февраля кандидатами на первое место были Rebel Heart Ive и Up and Down Инхёка. В итоге победу одержал Инхёк, набрав в сумме 7917 очков, Ive получили 5014. Поздравляем Инхёк с этим достижением, реакция на MPTube прилагается и двигаемся дальше. Далее у нас Ive, которые одержали 7-ю победу со своей новой песней. Давайте подробнее. Ive получили 6-й трофей на музыкальном шоу с песней Rebel Heart. В эпизоде M Countdown 6 февраля кандидатами на первое место были Rebel Heart Ive и Love Hangover Jennie из Blackpink. В итоге победу одержали Ive, набрав в сумме 7076 очков. Jennie получила 5039. Это уже третий раз, когда Rebel Heart заняла первое место на M Countdown, поэтому песня получила тройную корону. С чем мы поздравляем девушек, счастья, здоровья, успехов и двигаемся дальше. Далее у нас новый рейтинг от Circle Chat, и давайте подробней. Circle Chat опубликовали еженедельные рейтинги чартов за период с 19 по 25 января. И погнали. Чарт альбомов: 5 место BSS и Seventeen Teleparty, 4 Six Thunder Fever, 3 GOT7 Winter Heptagon, 2 Mini Idle Hell и 1 Kickflip Flip It Kick It. Цифровой чарт. Тут почему-то есть ошибка, тут 4 позиции, но при этом 5 участников. 5 место Хван Карам I'm Firefly, 4 Ive Rebel Heart, 3 Espa Whiplash, 2 Розе из Blackpink АПТ с участием Бруно Марса, 1 G-Dragon из Big Bang, Home Sweet Home с участием Таяна и Десона. Стриминговый чарт. 5 место Ive Rebel Heart, 4 Хван Карам I'm Firefly, 3 Espa Whiplash, 2 Розе из Blackpink АПТ с участием Бруно Марса и 1 место G-Dragon из Big Bang, Home Sweet Home с Таяном и Десоном. Чарт загрузок. 5 место Хван Карам I'm Firefly, 4 Zero Base One Doctor, 3 мини из G-Idle Her, 2 GOT7 Python, шикарная песня, и 1 место Ive Rebel Heart. Глобальный кей-поп чарт. 5 место Ive Rebel Heart, 4 Baby Monster Drip, 3 Чимин из BTS Who, 2 Espa Whiplash, 1 Розе из Blackpink АПТ Feat Bruno Mars. Социальный чарт. 5 место Чхве Юри, 4 Baby Monster, 3 Lee Myung Un, 2 Blackpink, 1 Чон Дже Иль. Всех поздравляем, всем успехов, двигаемся дальше. Прямо с пыла с жару для меня в момент записи появилась новость: рейтинг репутации мужских групп. Корейский институт бизнес-исследований, ведущий тут, список здесь, озвучу с конца, погнали. 30 место Highlight, 29 VIX, 28 Ivne, 27 ONF, 26 OneUs, 25 Treasure, 24 Gravity, 23 2PM, 22 Boy Next Door, 21 101, 20 TVXQ, 19 GOT7, 18 Rise, 17 Astro, 16 Monster X, 15 B2B, 14 TXT, 13 Zero Base One, 12 Infinite, 11 V-Boys, 10 место NCT, 9 Super Junior, 8 Enhypen, 7 Shiny, 6 EXO, 5 TWS, 4 Big Bang, 3 Stray Kids, 2 BTS и 1 Seventeen. Всех поздравляем, всем успехов и двигаемся дальше. Все-таки есть новости, от которых невозможно увернуться. Там недавно был скандал с одной ведущей и буллингом, и тут у нас еще и пидок замешан, и фанаты BTS требуют
очень странных вещей. В общем, давайте по порядку. Фанаты BTS обрушились с критикой на P Dogg, известного продюсера лейбла Hype, после того, как его девушка, ведущая прогнозы погоды Ким Гайон, оказалась в центре скандала с буллингом. Девушка обвиняется в травле своей коллеги О Юанны, которая ушла из жизни неестественным путем в сентябре 2024 года. После того, как были раскрыты новые детали дела, а семья покойной заявила, что 98% издевательств исходили от одной ее коллеги и подозрение пало на Ким Гайон, пользователи сети начали требовать от P Dogg разорвать с ней отношения. В соцсетях продюсера появились многочисленные комментарии фанатов BTS, например: «Расстаньтесь с ней, иначе BTS пострадают! Вы должны расторгнуть помолвку! Если женитесь, вас будут считать таким же плохим человеком, как и она. Как после этого можно слушать вашу музыку? Не вредите BTS, прошу вас!» Напомню, что P Dogg — это южнокорейский композитор и продюсер, сыгравший ключевую роль в создании множества хитов BTS. Именно он работал над такими знаковыми песнями, как I Need You, Fire, Not Today, Mic Drop, Life Goes On. Кроме того, P Dogg участвовал в создании таких легендарных треков, как Blood, Sweat and Tears, Run, Spring Day и многих других. Благодаря его продюсерскому мастерству BTS смогли создать уникальный звук и завоевать любовь миллионов поклонников по всему миру. Тем временем скандал вокруг травли продолжает набирать обороты. По словам семьи О Юанны, в травле замешаны 4 ее коллеги: госпожа Ли, госпожа Ким, и уже стало, что это Ким Гайон, госпожа Чхве и госпожа Пак. Именно от одной из перечисленных коллег исходила регулярная травля. Она сначала позиционировала себя как наставник, но по утверждению семьи погибшей занималась психологическим насилием и газлайтингом. В итоге коллеги исключили О Юанну из общего чата и создали отдельный, где обсуждали ее за спиной. На фоне общественного негодования руководство MBC объявило о создании комиссии по расследованию обстоятельств смерти О Юанны. В ее состав вошли независимые эксперты и представители компании. Однако поклонники BTS требуют немедленного разрыва P Dogg с Ким Гайон, считая, что его связь предполагаемой зачинщицы травли бросает тень на группу ее наследия. На данный момент P Dogg не делал официальных заявлений по этому поводу. В общем, такая вот история. Ну, во-первых, мы не одобряем буллинг и доведение до Роскомнадзора, ухода из жизни и прочего. Это неправильно, так никогда делать нельзя. Второй пункт — это касаемо закрытых чатов, где тебя обсуждают за спиной, но если такое создают, значит боятся сказать в лицо, поэтому не надо обращать внимание на биомусор. К сожалению, совет это уже девушке не поможет. Жаль. Далее, касаемо виновных, третий пункт — это суд будет решать, разбираться и так далее. Может быть, эту ведущую оклеветали, которая якобы занималась травлей, а может быть, она и занималась травлей. Может быть, там все где-то посередине, скорее всего, посередине, либо какой-то другой вариант. В общем, пока не ясно, пока нет официального заявления, можно только гадать и предполагать, основываясь на информации данной. Ну и четвертый пункт, P Dogg. Вот мне кажется, некоторые фанаты BTS, если бы нужно было P Dogg, допустим, отрезать себе ногу, и у BTS из-за этого пошли бы, не знаю, продажи лучше, они бы сказали срочно отрезать себе ногу. Это говорю только про самых отбитых, однопроцентных, там, безумных фанатов, которые говорят: уничтожь все, что у тебя есть, только чтобы BTS там процветали. Ну а с другой стороны, уже пятый пункт, мы с вами наблюдали, когда косвенные какие-то обстоятельства людей, которые где-то там связаны, вот FT Island, например, там техник какой-то или звукорежиссер где-то там в каком-то скандале был замешан, и из-за этого группу начали тоже травить и пытаться отменить из-за того, что у них работает сотрудник, который когда-то в школе там кого-то булил. Поэтому, возможно, тут есть здравое зерно, если отбросить то, что ты должен и обязан ради BTS, вот все бросить. Тут есть здравое зерно, потому что, люди всех пытаются отменить, даже по какой-то такой безумной цепочке. В общем, как вы поняли, здесь много чего можно поспекулировать, наверняка кто-то это уже сделал, я лишь разбираю факты доступные, поэтому каких-то выводов сделать определенных не могу, пока вот не будет решения суда. На телефоне написано, вот суд решил так, вот виновна, невиновна или посередине. Что вы думаете в комментариях? Конечно же, напишите, и... Конечно же, семье погибшей соболезнования, и еще раз не занимайтесь травлей людей, займитесь лучше своей жизнью. Двигаемся дальше. J-Hope словил дизреспектов, ненависти и прочих неприятных вещей за то, что недавно сделал в социальной сети. Давайте подробно. Новость переводится на ходу. 24 января фанаты были в восторге, узнав, что J-Hope из BTS открыл публичный аккаунт в TikTok. Idol, один из двух участников группы с открытым аккаунтом TikTok, второй Чонгук. Пока что Idol опубликовал несколько видео, включая одно опубликованное 3 февраля, в котором он делает тренд TikTok под песню американского музыканта Doichi Denial is a River. Именно использование песни Доичи или Даичи, пожалуйста, напишите, как правильно произносится, вызвало некоторую ненависть в адрес Айдола из-за времени, после которого он ее опубликовал. 2 февраля состоялась церемония вручения премии Грэмми, которая отметила многих артистов за их вклад за последний год. Доичи выиграла Грэмми в номинации «Лучший рэп-альбом», эмоциональное достижение для артиста, который ведет активную деятельность с 2016 года. Видео J-Hope с треком было перепощено на Иксе, он же бывший Твиттер, где многие пользователи сети поделились на удивление негативными комментариями об Айдоле. Многие намекнули, что он поделился постом ради влияния после ее победы на Грэмми. Ну, там, возможно, слово «хайп» еще можно употребить. Хватит преследовать
афроамериканских женщин, один из комментариев. И некоторые другие комментарии я озвучить вам не могу, поскольку они содержат, достаточно много слов, которые придется менять на пустоту. Поклонники быстро встали на защиту айдола, защищая его забавное видео. Некоторые даже напомнили, что Дойче однажды передала привет BTS в одной из своих песен в прошлом. И комментарий защиты, в принципе, что артист ничего плохого не сделал. С другой стороны, некоторые полагают, что это может указывать на предстоящее сотрудничество двух артистов. И пока J-Hope это никак не комментировал, да, наверное, и не будет. Что вы думаете, пишите в комментариях. Тут опять шизотеоретики, конечно, навыдумывали, потому что, хайповать артисту, которого, допустим, ладно, давайте вот возьмем по самому такому вот широкому мазку, широкий масштаб. Человек, который входит в топ-500, допустим, артистов мировых, маловероятно, может даже и в 100 уже входит. В топ-100 артистов маловероятно, что он будет пытаться хайпиться на ком-то, это уже, наверное, ему не нужно, учитывая охват его сольной деятельности и групповой. Поэтому, возможно, просто человеку понравилась песня и... возможно, он намекает на коллаборацию. В конце концов, он со многими интересными артистами коллаборировал. Джей Кол, например. Кумир детства, и потом-то он смог с ним наконец-то спеть. Так что, может быть, J-Hope намекает на что-то в духе сотрудничества, а может, просто ему понравилось, а может, тут вообще никакого смысла нет, а может, смысл в самом пришивании подворотничка. Кто же знает? В любом случае, не стоит раздувать из мухи слона, а просто человек поделился смешным видео, и все. Так что, ему всего хорошего, и двигаемся дальше. И после полусомнительной новости про J-Hope есть явно хорошая, касаемо того, что он вернется с новым материалом. Давайте подробней. Участник группы BTS J-Hope готовится к сольному камбэку в следующем месяце. 6 февраля представитель Big Hit Music сообщил изданию Mail Business Star Today следующее. J-Hope готовится к выпуску новой песни в марте, точно дата камбэка будет объявлена позже. Этот релиз станет его первым альбомом после завершения службы в армии в октябре прошлого года. J-Hope начал свою сольную карьеру в июле 2022 года с выпуском первого полноформатного альбома Jack in the Box. Затем в марте 2023 года перед призывом в армию он представил сингл-альбом On the Street. Уже во время службы он также выпустил специальный альбом Hope on the Street Volume 1. С каждым сольным релизом он раскрывал свой музыкальный стиль вне рамок BTS, теперь после возвращения поклонники с нетерпением ждут, каким будет его новое звучание. Кроме того, с 28 февраля по 2 марта J-Hope проведет сольный концерт в Киспио Дом, Олимпийский парк Сеул и начнет свой первый мировой тур Hope on the Stage. Что ж, думаю, стоит ожидать качественного контента. В конце концов, у него очень интересный подход к продюсированию, он умеет подбирать отличных артистов на коллаборации, так что можно сказать. Вперед из песни, двигаемся дальше. Далее у нас V из BTS, который завораживает фанатов. Чем и где, давайте подробней. 6 февраля состоялся долгожданный релиз ГВ великолепного фотобука V из BTS. Название ГВ, что на французском означает «мечтать» или «мечта», передает волшебные моменты путешествия V по Парижу. В книге он представлен в различных образах от Celine бренда, амбассадором которого он является. Естественно, фотографии будут на экране, сколько влезет в новость. Фотобук выполнен в винтажном и экзотическом стиле, упакован в изысканную дизайнерскую коробку. Внутри 113 страниц в формате открыток, позволяющих поклонникам не только насладиться фотографиями Ви, но и ощутить атмосферу Парижа его глазами. Сочетая черно-белые насыщенные цветные кадры, Ви рассказывает историю свободы, красоты и ностальгии. Его художественный взгляд отражен в каждом снимке, вызывая чувства одновременно мимолетные и вечные. Концептуальные постеры, выпущенные за несколько недель до релиза ГВ, задали настроение мечтательной и эфемерной эстетики, разжигая волнение среди поклонников. Расширяя свои творческие границы, Ви с ХВ еще раз доказывает свое искусство. Он умело запечатлевает моменты, наполненные одновременно хрупкостью и вечностью. 6 февраля фанаты делятся своими любимыми снимками в соцсетях. ХВ уже доступен для покупки в Reverse Shop и у других международных ритейлеров. Что сказать? Как обычно, и модели фотограф свою работу знают, фотографии сделаны профессионально, никаких вопросов нет. Здесь еще у нас худая версия, которая не наращивает мышечную массу, как сейчас в армии происходит. И посмотрим, что будет после возвращения. То есть сможет ли человек удерживать вот эту вот огромную мышечную массу, которую хотел себе набрать, или же настоящие истинные фанаты скажут, как некоторые писали в комментариях, это не порядок, нужно срочно будет сесть на диету и похудеть. Это вот не к лицу человеку. Ну, это же настоящие фанаты. Они же лучше знают, как человеку жить. В любом случае, как вам фотобук, пишите в комментариях, артисту хорошей службы. Двигаемся дальше. Ви из BTS подарил дочери, но не своей, подарок. Давайте подробней. Ви из BTS снова растопил сердца поклонников своей добротой. 4 февраля стилист BTS Ким Йон Джин, также известный как Ким Венчи, поделился трогательным моментом в социальных сетях. Его дочь катается на новом игрушечном автомобиле, который подарил Ви.
Ким Йон Джин подписал фотографии «Спасибо, дядя Ви». Подарив матово-черную игрушечную машину, напоминающую Mercedes G-Wagon, Ви продемонстрировал свою заботливость, даже несмотря на его текущую службу в армии. Стилист Ким Йон Джин сыграл ключевую роль в создании некоторых знаковых образов BTS, включая их наряды для коллаборации с Coldplay в песне My Universe. Этот милый жест Ви далеко не единичный случай. Он давно известен своей заботливостью по отношению к сотрудникам, регулярно выражая благодарность фотографам, стилистам и другим профессионалам, с которыми работает. Будь то крупное событие или обычный рабочий день, Ви всегда находит время, чтобы отметить преданных своему делу людей, которые помогают воплотить проект в жизнь. Вот такая вот новость. Ребенок выглядит достаточно довольным и заинтересованным. Ну, может быть, немножко смущается камеры, но в любом случае дарить подарки всегда приятно. И артисту, конечно же, хорошей службы. Вот такой у нас сегодня был выпуск. Предупреждаю, может быть сцена после титров, а может и не быть, кто знает. Сразу скажу, те, кто смотрит без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Я вижу, что у вас большой процент достаточно, просто люди приходят, смотрят и уходят, но они при этом постоянные зрители, но без подписки. Подпишитесь, для вас это ничего не стоит, для канала это очень большое дело, поможет в продвижении и в выпуске новостей, которые основываются на фактах из официальных источников. Заранее благодарю тех, кто это услышал и сделал то, что нужно. Далее, спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, жмет колокольчики, пишет письма, адекватные комментарии, на Телеграм подписывается, бустерам низкий поклон, без вас было бы очень туго. Спасибо, что вы есть у меня, просто от души душевно в душу, готов хоть целый час говорить, как вы мне дороги и так далее. Впрочем, это будет на стриме, который 13 февраля, так что приходите после новостного выпуска сразу на стрим. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока. А теперь чуть болтовни после титров, как видите, пластыря нет, и издалека палец кажется более-менее нормальным, там сейчас, конечно, кожа не в очень таком состоянии приятном, но мясо срослось, чувствительность потихоньку возвращается, ну, пока знаете, вот, когда... Ну, вы срывали себе кожу на пальцы, наверное, знаете, каково это, а когда мясо чуть-чуть посложнее. Но... объем вернулся, шрама, скорее всего, не будет, мажу бипантеном. Так что, кто волновался, не волнуйтесь, палец на месте. Могу вот так вот лайки ставить сколько угодно времени. Про стрим я уже сказал, и какие-то еще были мысли. Ну да, песня 13 февраля. И стрим 13 февраля. И выпуск новостей 13 февраля. Вот прям вообще не день, а праздник. Так что сейчас либо сцена после титров, либо ничего. Итак, у нас тут RM из BTS, новость, которая, судя по всему, была сделана фанатами, которые тоскуют по артисту настолько, что ищут хоть что-нибудь, что можно про него интересного рассказать. И давайте подробнее. Если что, перевожу на ходу. RM из BTS дал армии, официальному фэндому BTS, возможность взглянуть на свою повседневную жизнь в серии влогов, загруженных на официальный канал группы на YouTube. Он впервые провел экскурсию по своей квартире, похожей на музей, показал, как он готовится к выступлению и даже показал свою тренировку для поддержания своего убийственного тела. В конце своего напряженного дня RM поужинал с Джоном Ином, также известным как Ин Хион, с которым он сотрудничал над своим последним альбомом Indigo в треках Number 2 и Fogful. Они вместе съели пиццу и выпили пиво, алкоголь вредит вашему здоровью, а затем прослушали новый альбом RM от начала до конца. Во время еды Джон Ин не мог не заметить, что впервые RM осушил весь свой стакан пива раньше него. Он сказал RM: «Но в какой-то момент ты стал пить лучше меня, ты не был совсем легковесом, и ты не смаковал свой напиток, ведь те напитки были просто алкоголем». Соглашаясь со своим Хёном, RM сказал: «Я был осторожен с выпивкой, мне нравится идея иметь время и деньги, чтобы наслаждаться выпивкой и знать, как это контролировать». Он объяснил, что одной из главных причин, по которой у него дома целая коллекция алкоголя, было не желание напиться, а желание полюбоваться разнообразием вкусов и бутылок. Даже если это кажется чем-то, что сделал бы пожилой человек, подход RM к заполнению экспозиции различными напитками показывает его истинную личность, живущую простой жизнью, собирающую знания, а не живущую в излишествах и расточительстве. Коллекция также делает его квартиру еще более похожей на музей. Ну, это очень старое видео, аж 23-го года. Видимо, опять же, люди очень сильно скучают по артисту и уже решили изучить такой вопрос. Конечно, алкоголь вредит вашему здоровью, но раз у человека дома много бутылок, значит, у него с этим проблем нет. Потому что у тех, у кого есть, обычно дома только пустые в лучшем случае. Имел честь такое наблюдать со стороны, конечно же, не на личном опыте. Так что, пользуясь случаем, RM из BTS, конечно же, хорошей службы, крепкого здоровья, и либо двигаемся дальше к монтажной версии меня, либо это конец. А вот и монтажная версия, новости продолжаются. Участник BTS занял крайне высокую позицию в списке «Самый красивый мужчина 2025». Давайте подробней. Весь группа BTS, он же Ким Тэхён, вновь вихрем ворвался в список 10 самых красивых мужчин в мире 2025 года.
Международное издание Technosports недавно публиковало список 10 самых красивых мужчин в мире 2025 года, в котором Ви назван самым привлекательным мужчиной в мире. Редакция издания отметила его незабываемые черты лица и неповторимый стиль. Своей привлекательной внешностью и своеобразным чувством моды Ви завоевывает сердца поклонниц по всему миру, пишет издание. Будучи одним из самых любимых участников всемирно известной кей-поп группы, он продолжает вдохновлять и восхищать. В списке Ви опередил таких знаменитостей, как Брэд Питт, Роберт Паттинсон, Крис Эванс и Ритик Рошан. В статье также говорится: одно можно сказать наверняка. Ви является абсолютно всеобщим любимцем 2025 года. Его невероятная внешность и неоспоримое обаяние делают его невероятно популярным. Вслед за Ви в рейтинг вошли Брэд Питт, Ноа Милс, канадский актер, Роберт Паттинсон, Омар Боркан или Боркан, Ритик Рошан, звезда Болливуда, Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, Том Круз, Крис Эванс и Генри Кавилл. Кроме того, в январе Ви также был признан самым красивым мужчиной в мире по версии Shining Awards, опередив по результатам опроса 50 других невероятно популярных знаменитостей, известных по всему миру. Восхваляя непревзойденные черты Ви, СМИ отметила, цитата, «Его идеально гармоничные черты лица, сияющий цвет кожи и завораживающий взгляд прочно закрепили за ним статус иконы красоты. Помимо внешности, его многогранность и сценическая харизма выделяют его среди прочих». Кроме того, британское издание Nubia Magazine поставило Ви на первое место в списке «Самые красивые мужчины в мире» 2024 года, и в нем он опередил Джастина Бибера, Роберта Паттинсона и Реге Жан Пейджа. Nubia Magazine пояснили, привлекательность Ви выходит далеко за рамки его поразительной внешности, его многогранный талант и магнетическое обаяние действительно выделяют его среди других. Издание также подчеркнуло его скромность и преданность фанатам, цитата, «Его непоколебимая любовь к фанатам и признательность им, а также его физическая красота делают его источником вдохновения для множества людей по всему миру». Конец цитаты. Поздравляем артиста с этим достижением, хорошей службы, роста мышечной массы и двигаемся дальше. Или не двигаемся дальше, может быть это и конец, кто знает.